В криптовалюте важно не только покупать и продавать, но и важно, как ты это делаешь. От способа покупки или продажи зависит безопасность, нервы и комиссия. Всем привет, вы на канале Алан Дэвис. Здесь мы затрагиваем тему инвестиций и способов заработка. Когда человек впервые начинает понимать, что ему нужно купить криптовалюту или же продать криптовалюту, он не знает, с чего начать, куда заходить, чем платить и как не нарваться на проблемы. Поэтому давай разберем по порядку, какие способы покупки и продажи криптовалюты есть на данный момент и чем они отличаются. А также я расскажу немного про свой личный опыт и плюсы и минусы каждого способа. Так что смотри до конца. Первый способ самый знаменитый, как я считаю, потому что это всеми известный P2P. Данная тема очень популярна на различных биржах, а также некоторых телеграм-ботах по типу CryptoBot. Кстати, видеоролик про топ-бирж я уже делал, обязательно посмотри на моем канале. Ссылочка вот в подсказках. Там я расписал, какие биржи существуют и где есть P2P. Но для начала давай разберемся с тобой, что вообще такое P2P. P2P – это формат покупки между конкретными людьми, когда есть продавец и есть покупатель, без классического обменника. Один человек продает крипту, второй человек ее выкупает. Покупка и продажа обычно идут через банки, а биржа в данном случае выступает всего лишь гарантом сделки. Она временно блокирует средства продавца и выдает покупателю только тогда, когда он получает деньги. То есть, по сути, это договор между двумя людьми, а не покупка у какого-то сервиса или компании. Сейчас я продемонстрирую, что такое P2P. Окей, для того, чтобы обменивать нам на P2P, для начала нам нужно будет произвести вход в биржу. Я использую биржу Bybit, но вы можете использовать любую другую биржу, в которой есть функционал P2P. Обычно вам нужно зайти в эту биржу и пройти идентификацию, то бишь KYC. После этого вы сможете воспользоваться инструментом P2P. Обычно он находится во вкладке «Купить криптовалюту», и тут будет P2P Trading 0 fees. Заходим в него и видим доступные на данный момент предложения. Сверху можете выбрать криптовалюту, которую вы хотите продать или купить. Здесь вы можете ввести сумму, которая вам нужна. Например, вы хотите пополнить ваш баланс на 25 тысяч рублей. После того, как вы указали сумму, вы можете выбрать предложения, которые на данный момент доступны. Они отсортированы, начиная с самого выгодного, заканчивая самым невыгодным. Обязательно смотрим на количество сделок, желательно, чтобы их было от 1000, вот здесь вот на самом деле их меньше. И чтобы процент сделок был, хотя бы 90. Я думаю, этого достаточно. Далее нажимаем на кнопку Buy USDT. Это зависит от того, какую криптовалюту вы покупаете или продаете. И читаем описание человека. У него могут быть свои правила. Это важно. После этого указываем сумму и видим, сколько мы получим криптовалюты. Мы сейчас находимся в разделе именно покупки криптовалюты. То есть мы хотим купить криптовалюту, а не продать ее. Это важно. Мы получим $302. Тут выбираем банковский перевод, потому что на данный момент... Как я понимаю, банковский перевод – это вот эти все банки, которые здесь находятся. Также читаем описание и смотрим, какие банки принимает сам человек. Чтобы продать криптовалюту, нам нужно перейти в раздел Sell. Тут все то же самое. Здесь указан диапазон рублей, на который мы можем продать, то есть от 20 тысяч до 1 311 000 у данного человека на данный момент. Смотрим по нему и выставляем фильтры, если нужно вам ввести какую-то определенную сумму свою. То же самое в покупке было, я забыл об этом сказать. И таким образом получаем самый выгодный курс. В первую очередь обязательно, повторюсь, смотрим на количество сделок. Чем их больше, тем лучше. Во-вторых, смотрим на количество успешных сделок. И желательно, я бы еще рекомендовал вам заходить в профиль человека. Вот тут нажимаем, переходим. И есть вот Reviews. Нажимаем туда и смотрим плохие отзывы. И обязательно желательно смотреть плохие отзывы в недавнее время. Вот, например, у этого человека написано, что он очень медленно обменивает криптовалюту. Я бы, наверное, с ним не имел никаких дел. Помимо этого, тут еще пишут, что треугольники были и то, что карту заблокировали. Читая комментарии каждого продавца, вы можете найти более-менее адекватного. Если нас устраивает продавец, то мы, опять же, нажимаем на кнопочку «Продать» или «Купить», вводим сумму, которая нам нужна, смотрим, что нас все устраивает, и выбираем доступный любой способ. Потому что фактически способ, который вы выбираете, то он указан вот здесь вот. Смотрим обязательно. То есть вы можете иметь любую карту, но сделка будет проведена так, как указано здесь в описании. Это очень важно. В принципе, все. Биржа в данном случае выступает гарантом. Она временно блокирует криптовалюту и отпускает ее покупателю только после подтверждения оплаты. Итак, теперь поговорим про плюсы P2P. На P2P самые выгодные курсы по сравнению с другими способами покупки криптовалюты. И иногда разница ощущается сразу же. Но, если честно, это единственный плюс, который я нашел.
А теперь о минусах. Тут все гораздо серьезнее. Главная проблема P2P – это огромное количество мошенников, которые там орудуют на данный момент. Очень часто вам переводят деньги не тот, кто открывал сделку, а другой человек. Например, вы хотите продать биткоины, у вас написано, что вам передает его какой-нибудь Ваня, но переводит их вам Андрей, а не Ваня. Это так называемый темный треугольник. Когда покупатель вашей криптовалюты переводит деньги с чужого счета, а не со своего. В результате вы можете попасть под так называемые 115 ФЗ и 161 ФЗ. Эти случаи не шутки и не редки. Если хотите, я могу записать более подробное видео по поводу черных треугольников. Ставьте лайк и комментируйте. Там я могу затронуть более подробнее эту тему. Именно поэтому я не рекомендую P2P как основной способ покупки или продажи криптовалюты. Ведь риск здесь реально высокий, и это того не стоит. Кроме того, P2P довольно медленный способ. Я ждал перевод около часа, когда вторая сторона соизволит перевести мне свои деньги на мой банковский счет. Когда сумма становится больше, то риск и нервяк тоже увеличиваются в разы. Если вы все-таки захотите использовать P2P, то помните очень важное правило. Деньги всегда должен переводить строго тот человек, который открывал сделку. Если перевод пришел от другого лица, то возвращайте деньги через кнопку «Вернуть деньги». Во многих банках эта кнопка существует. Закрывайте сделку и обращайтесь в поддержку биржи, а также в поддержку банка, на всякий случай. Потому что, если честно, ситуация может быть очень-очень плохой. Вы можете сами погуглить все эти 115 и 161 ФЗ по поводу криптовалюты. Я вас предупредил. Подытожим, P2P – это очень выгодные курсы, но очень большие риски, особенно на высоких суммах. Я обязан был упомянуть этот способ, потому что на данный момент все-таки с помощью него можно купить и продать криптовалюту. Однако он очень рискованный, и я его крайне не рекомендую. Тут уже сами решаете, использовать его или нет. Это будет ваше решение. Возможно, есть биржи и с адекватными продавцами. I don't know. Второй способ покупки и продажи криптовалюты – это криптообменники. Это, пожалуй, самый простой и понятный способ для самых маленьких. Найти обменники можно через специальные сайты-агрегаторы. Из них я могу привести такие сайты, как xnode.ru и bestchange. Ну, а также другие подобные сервисы. Вы их можете свободно найти в Гугле, просто загуглив «обменять криптовалюту агрегатор». Сейчас я как раз перейду к компьютеру и наглядно вам покажу и этот способ. Итак, теперь рассмотрим, как обменять криптовалюту с помощью криптообменника. Заходим для начала на любой из агрегаторов, которые вы можете найти в интернете. Я, например, буду показывать, например, bestchange.ru. Вот, и нам нужно выбрать, что мы будем обменивать и что мы будем получать. То есть валюту, которую вы хотите отдать и которую хотите получить. Например, я хочу купить биткоин, то есть, следовательно, я выбираю в левом столбце «Отдаете» свои рубли, то есть свой банк. Это как можно выбрать как банковский счет, так и конкретный банк. Я советую выбирать банк, потому что так может быть выгоднее курс. Например, Альфа-банк я выбираю, и после этого я выбираю биткоин. И обменник нам отсортирует по списку от самого лучшего предложения до самого худшего обменники, в которых мы можем обменять наши рубли. Сразу обращаем внимание на минимальную сумму. То есть вот видите, вот здесь вот показано от 50 тысяч. Это значит, что минимальная сумма, которую мы можем взять на этом обменнике, 50 тысяч рублей. Если нам нужна сумма меньше, то нам придется выбрать обменник, который чуть-чуть похуже по курсу. Например, я хочу обменять 25 тысяч, и мне первый обменник не подходит, я выбираю третий. Просто нажимаю на него и открывается обменник. Нужно будет указать данные, сумму, например, 25 тысяч, и мы сразу видим, сколько мы получим биткоина на свой кошелек. Далее заполняем номер телефона, свой счет, то бишь кошелек биткоин, и указываем также персональные данные. На некоторых обменниках нужно будет проходить либо авторизацию, либо верификацию. Потому что, возможно, не каждый захочет проходить верификацию в данном обменнике. Но ничего страшного, если вы не хотите проходить верификацию, то вы можете около каждого обменника посмотреть, может ли она запросить вас сделать верификацию. То есть, например, здесь обменник Alpine X, написано, что вот я навожу, написано, что данный обменник может запросить верификацию банковской карты. В подавляющем большинстве верификации требуется либо сфотографировать свою карту, ну, естественно, без совсем уж личных данных, по типу 3 цифр и прочего. Просто номер карты, ну, обменник должен знать, что у вас есть эта карта и что вы владелец этой карты. Либо же предоставить свою ФИО или же паспорт для прохождения верификации. Это нужно будет сделать один раз, далее вы сможете обменивать уже без верификации. Уже не нужно ее проходить каждый раз, когда вы обмениваете. Таким образом, вы можете увидеть все обменники, выбрать для себя свой и уже обменивать в нем постоянно. Также и обратно, вы можете продать биткоин,
на ваши рубли. То есть для этого нужно выбрать биткоин, например. Ну, не обязательно биткоин, то есть вообще любую криптовалюту, которую вы хотите, вы можете выбрать вот в этом списке и выбрать ваш банк. Опять же, например, Альфа-банк. После этого вы тоже видите минимальную сумму и обменники, которые могут на это влиять. Также рекомендую проверять каждый обменник, то есть гуглить его отзывы, а также вот тут справа есть отзывы, на которые можно нажать. На самом BestChange будут показаны хорошие отзывы или плохие. Но я все время обменивал тут, и у меня никогда никаких проблем ни с одним обменником тут не было, поэтому я думаю, что здесь все сайты, которые обменят, они уже проходят проверки, когда что попадают, поэтому это является некой гарантией качества. В принципе, вам стоит просто выбрать свой способ, выбрать свою криптовалюту и заполнить данные, которые необходимы от обменника. После этого вы совершите успешно свой обмен и получите свои биткоины, ну или рубли. Все, что вы обмениваете. Я думаю, вы понимаете. Вот так вот. Сразу же поговорим о плюсах. Главный плюс — это то, что риск блокировок здесь значительно ниже по сравнению с P2P. Потому что вы имеете дело не с конкретным человеком, а с компанией, обменником, который занимается этим профессионально. Но важное примечание, все равно смотрите на репутацию обменника и читайте обязательно отзывы. Ваша задача найти максимально адекватный и честный сервис и пользоваться им дальше. К сожалению, данные обменники вы сможете найти только по личному опыту. Я не буду рекламировать какие-то потому что я сам не могу точно сказать, хорошие они или нет. Ситуация всегда меняется, поэтому очень часто смотрите, читайте отзывы, исследуйте новые обменники. Также обращайте внимание на имя получателя, тому, кому отправляете, и от того, от кого получаете. Не спешите и перепроверяйте все детали сделки. Также смотрите, когда вы продаете криптовалюту, чтобы желательно вам не приходили платежи от разных людей. Теперь о минусах. У обменников обычно не слишком высокие курсы по сравнению с P2P. Плюс минималка очень высокая. Чем меньше сумма, тем хуже курс для вас. И в целом у криптообменников курсы намного менее выгоднее, чем у P2P. Но за это вы получаете хоть и не 100%, но какую-никакую гарантию, как я считаю. Опять же, это мое личное мнение. С конкретными сайтами, с конкретными обменниками ситуация может быть абсолютно разная. Также важный момент. Храните все чеки и документально подтверждайте каждую сделку. Это может быть очень важно в каких-либо спорных ситуациях, если возникнут, например, какие-нибудь вопросы от банка. Говорю это по личному опыту. Подытожим. Криптообменники — это баланс между удобством и безопасностью. So-so, как говорится. Смотрите, анализируйте и выбирайте свой вариант, который подходит лично вам. Со временем вы найдете свой постоянный рабочий обменник, которым вы будете пользоваться. У вас все получится, я знаю. Следующий способ – это офлайн обмен. По сути, все то же самое, как и с криптообменниками. Только в этом случае вы обмениваете наличные деньги на криптовалюту. Ну или обратно. Сейчас также переходим к ПК, и я вам расскажу, как это все работает. Итак, теперь поговорим об обмене наличных на криптовалюту. Это немного более сложная тема, но в целом начинается она одинаково, так же, как и с криптообменниками. Отдаем мы уже наличные, то есть, следовательно, мы заходим опять же либо на BestChange.ru, либо на любой сайт, выбираем в списке наличные, вот они наличные, и выбираем валюту, которую мы хотим получить. То есть это либо USDT, например, либо биткоин. Ну, например, я хочу биткоин. То есть в данном случае я могу обменять офлайн только в одном обменнике в своем городе Ярославле, где я сейчас нахожусь. Это AvalanChange. Он позволяет мне обменивать от 500 тысяч до 20 миллионов на биткоин. Но вы можете выбрать свои города, также вы можете посмотреть другие криптовалюты. Тут, и как вы видите, уже более лояльный обменник, то есть уже 10 тысяч можно обменивать. Вот, и выбираем нам понравившийся по курсу, то есть, как мы видим, курс тут в целом более-менее нормальный. Мы выбираем обменник, нажимаем на него. И после этого нам нужно ввести данные, выбрать наш город, и с нами свяжется оператор, куда мы можем принести деньги. То есть вы приносите на эту точку деньги, и вам переводят ваши биткоины, либо же TFC, ну то есть ту валюту, которую вы выбирали изначально. То есть после того, как вы заполните эту заявку, с вами свяжутся по телеграмму, либо же оператор, где вы сможете выбрать место, куда принесете свои наличные и получите биткоин. То есть то же самое работает в обратную сторону. То есть, например, вы можете выбрать биткоин и получить наличные. Выбираем наличные. Причем, кстати, можно получить наличные не только в рублях. Ну вот я выбрал рубли на данный момент, и я вижу, что в моем городе есть целых 10 обменников, как я понимаю, по которым я могу обменять. Тут, конечно, курс уже похуже, чем при покупке, но никто не запрещает мне выбрать Tether TRC20. И, например, вот есть хорошая бухта обмена от $5000, в принципе. Меня бы это устроило. По 76 рублей $1, это
принципе, тоже курс хороший. То есть я считаю, что в целом плюс-минус в каждом городе хотя бы 1-2 обменника, наверное, я думаю, вы найдете, если немного поиграете с разными валютами и с разными криптовалютами. В целом вот так. Теперь о плюсах. Это, пожалуй, самый надежный способ, который я знаю из всех. Вы лично видите своего контрагента и понимаете, с кем имеете дело. За счет этого безопасность выше. Плюс также ко всему с наличными бывают самые щедрые курсы. Без лишних накруток, если вы понимаете, о чем я. Но есть и минусы. На маленькие суммы такой обмен просто не имеет смысла. Ехать куда-то ради условной 1000 рублей – это нелогично и неэффективно. Помимо этого, не в каждом городе есть оффлайн-обменник. По большей части выгодные курсы находятся в таких крупных городах, как Москва или Санкт-Петербург. Имейте это в виду обязательно. Отдельно также хочу сказать очередной раз про безопасность. Фиксируйте, подтверждайте все документально. Сохраняйте подтверждение операций. Это важно, потому что деньги потом у вас будут лежать на банковском счету. И при необходимости вы должны уметь спокойно объяснить происхождение ваших средств. Так что я могу сказать так, что оффлайн-обмен – это надежно и выгодно, но подходит только для адекватных и приличных сумм, а также требует внимательности к деталям. Ну и про последний способ, я бы даже сказал, что это не совсем способ, а такое примечание, про которое я услышал совершенно недавно. Я этот способ еще пока что сам не тестировал, поэтому я не хочу его причислять к тем способам, про которые говорил ранее. Это биржи, которые находятся в дружественных странах. Такое дело, что есть биржи, на которых можно с карты пополнять криптовалюту, с русской карты можно пополнять криптовалюту. Поэтому вы можете зайти и посмотреть. Я не буду говорить, это хорошо или плохо. Я этот способ не тестировал, я просто его услышал, и вы можете его сами протестировать. Но также я попробую и сам, но об этом я отпишу уже в свой телеграм-канал, ссылочка на который в описании, QR-код на экране. Обязательно подписывайся, потому что там выходят интересные новости, а также мои финансовые советы и мысли по поводу инвестирования и торговли. Из всех способов мы можем сделать вывод, что каждый выбирает свой способ. Да, это банальный вывод, но это так. Лично я вам рекомендую обменивать деньги. Если небольшая сумма, то в криптообменнике. Если большая сумма, то через офлайн обменники. Таким образом, вы можете, во-первых, подтверждать документально ваши средства, во-вторых, не иметь практически никаких проблем, если вы будете аккуратными. А если у вас будут какие-либо вопросы по этому поводу, когда вы будете покупать или продавать криптовалюту, вы можете обязательно их задать в комментариях, и я постараюсь ответить как можно быстрее. Все будет хорошо, я отвечаю. А ты пока подписывайся на мой канал, ставь лайк и комментируй видеоролик. Также можешь предлагать свои темы для видеороликов в комментариях. И также зайди на мой канал, подпишись и посмотри другие видеоролики. Там есть много чего интересного. Также в ближайшем времени выйдет влог из Египта. Больше анализируйте, больше смотрите, и не будет никаких проблем. Всем до скорого, всем пока.